Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия, творчества, вязания и пряжи». По просьбе моих подписчиц хочу вам рассказать о своих планах и текущих проектах на февраль, конец февраля и март. Что мы будем вязать, и расскажу вам в процессе просмотра видео, вы увидите, какие новые проекты мы будем с вами вязать вместе на канале. Я готовлю уже мастер-классы и покажу вам текущие проекты. Оставайтесь на канале и досмотрите видео до конца. Я думаю, вам будет интересно. Если вы не подписаны еще на мой канал, то обязательно подпишитесь. Я думаю, что на канале вы найдете много интересной информации, а также мы в дружной компании рукодельниц участвуем в совместном вязании новые проекты. Вяжем крючком и спицами. И проверьте, включен у вас колокольчик на все оповещения или нет, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов. Сейчас я хочу вам рассказать о текущих проектах. На этой неделе мы с вами связали кофточку, а также тунику. Фото кофточки вы уже, наверное, все видели. Я вам сделала полный обзор. И также у меня создан специальный плейлист, который называется «Учу вязать ажурную летнюю кофточку Лилия». И если вам понравилась модель, то вы можете принять участие и вязать по моему мастер-классу, где я рассказываю и показываю, как вяжется каждый ряд узора, и также всю показываю технику исполнения и создания работы. И на этой неделе, буквально позавчера, я закончила вязать тунику. Обзор туники я в ближайшее время тоже сделаю на канал. Есть специальный плейлист, где я выложила все мастер-классы по вязанию туники. У меня всего получилось 11 частей мастер-класса. И вы можете также связать себе подобную модель, опираясь уже на мой процесс и технику вязания, а также схемы, которые прилагаются к этому видео. И я показываю и опять же рассказываю, как вяжется каждый ряд узора. И у меня в планах все-таки не останавливаться на тунике, а связать платье. Так как мне пряжи не хватило, я ее буду докупать. И пока я процесс вязания приостановила, ну, конечно, вот эти остатки я все довяжу, но в ближайшее время, буквально через неделю, я куплю пряжу, так немножко не хватает, и буду продолжать вязать платья. Если вы вяжете со мной платье, а очень много рукодельниц вяжут именно платья, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях под этим видео, снимать мне продолжение вязания платья. Это будет уже 12-я часть мастер-класса. Либо нет. Вот мы остановились на, сейчас я вам точно скажу, 75-м ряду. То есть вот тунику мы закончили вязать, я закончила, это был крайний ряд 75-й. То есть платье я буду уже продолжать вязать с 76-го ряда. Если вам все понятно, как бы вы помнили, как вязать узор, так как он с 38-го ряда вяжется без схемы нет. И я для вас снимала мастер-классы с 10-й части, мы вязали тунику. Я вам показывала, как вяжется каждый ряд узора. То если мне необходимо снимать продолжение вязания, там это уже будет 12-я часть по счету, либо вы уже знаете, как вязать и свяжете без меня, так как по узору, в принципе, он вяжется легко, просто. Если вы не сможете дальше продолжить вязать без моего участия, то напишите мне, пожалуйста. Я буду, опять же, продолжать снимать мастер-класс, как дальше вязать платье. Жду от вас комментарии. Если же комментарии не поступят, я буду вязать, как говорится, за кадром и уже не буду снимать мастер-класс по продолжению вязания. Сейчас я вам хочу еще показать проект. Это текущий проект. Мне уже неоднократно рукодельницы писали, что они связали
основное тело кардигана. И хотят увидеть продолжение. Вяжем мы вместе. Вот я вяжу из пряжи Vita Brilliant. Вот такая пряжа уже. И у меня на канале есть две части мастер-класса по вязанию кардигана. И также есть подробный мастер-класс, каким образом вяжется узор. Все рассказываю и показываю наглядно. Если вам понравилась модель, то добро пожаловать, присоединяйтесь к вязанию. Будем заканчивать работу, так как я уже ее практически закончила. У меня связаны рукава. Сейчас я вам покажу. Два рукава у меня уже связано. И вот этот у меня один рукав, второй я уже приметала к основной части. Вот у меня вточной рукав, то есть здесь пройма, вточной рукав. Также я связала вырез горловины, полочки, и это у меня получается левая полочка. И также у меня оформлен уже вырез спинки с одной стороны. То есть вот смотрите, что у меня на данный момент связано. У меня связано два рукава, связаны проймы, подрезы, полностью полочки. И это у меня левая часть кардигана, левая полочка. И вот также я связала вырез горловины и спинки. Осталось мне связать все то же самое, только уже с другой стороны. Здесь у меня также связана спинка полностью. И оставила вам небольшую часть для того, чтобы продолжить снимать мастер-класс. Я буду показывать, каким образом вяжутся подрезы, формируется вырез горловины, вывязывается на полочке и спинке. Осталось совсем чуть-чуть и немного довязать. У меня практически все связано. Отложила данный проект до момента, пока основная часть, то есть когда все рукодельницы довяжут основную часть кардигана. Так как уже поступило много запросов о продолжении вязания, я, конечно же, сниму для вас, раз я начала снимать, то сниму для вас продолжение мастер-класса. Готовимся встречать весну, лето. Весна уже приближается. У нас уже оттепель. И вот эту модель кардигана я вяжу как раз на теплую весну, прохладное лето. И мы с вами в наши планы укладываемся и успеваем еще связать себе красивую обновочку. То есть это я вас познакомила с двумя текущими проектами. Если вам понравилась модель, то вы можете приступить к вязанию уже сейчас. У меня создан плейлист «Учу вязать кардиган» называется. Ссылочку я оставлю в описании под видео. И вообще всегда все ссылочки оставляю в описании под видео, в инфобоксе. Проходите и смотрите, присоединяйтесь к вязанию. Мы вяжем в дружной компании. Дальше, значит, хочу вас порадовать, так как тоже было очень много желающих связать вместе кардиган. Ой, жакет, прошу прощения. Я для вас готовлю мастер-класс по вязанию красивого ажурного жакета. Почему я его не начала раньше вязать? Так как я считаю, что это летняя модель. Ее можно носить, опять же, повторюсь, теплой весной и прохладным летом. И как раз вот мы с вами вот успеваем это все связать. Так как вязать летом некогда, мы начинаем вязать уже на канале летние модели вот с февраля месяца. Связала я мотивы, уже соединила их вот таким образом. И готовлю для вас мастер-класс по вязанию мотивов и соединению мотивов. То есть все покажу, как вяжется мотив и как они соединяются между собой. Ждите, скоро выйдет на канале подробный мастер-класс по вязанию.
жакета. Если вы еще не приобрели пряжу, то у вас есть время. Приобретайте, будем вязать вместе. Жакет вяжется, ну, на мой взгляд, быстро, просто. И быстро его свяжем. Так, значит, вот смотрите, пряжа для жакета, которую вы видите на фото. Вот на фото жакет связан именно вот из этой пряжи Coco Vita Cotton производитель. Это 100% мерсеризованный хлопок. 50 грамм, 240 метров, крючок номер 2. Я тоже вязала крючком номер 2 и буду продолжать вязать крючком номер 2. Цвет, если кого-то заинтересовал, то номер цвета 3879. У меня куплено 10 мотков пряжи. Сколько потребуется на жакет, и смотря какой вы будете вязать размер, это зависит расход пряжи, и также толщина пряжи, метраж ее тоже имеет какое-то значение. Я всегда покупаю пряжу упаковками, так как мне, чтобы точно хватило, я потом не волновалась, где мне еще взять нужный цвет. Вот, предварительно я пряжу подготовила к вязанию. Каким образом я это сделала, вы тоже можете посмотреть видео на моем канале. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео и всплывающие подсказки. Вот вы, наверное, видите, вот это моток пряжи до обработки. И вот этот моток пряжи уже после обработки. Они отличаются. Это абсолютно моток, я еще из него не вязала. То есть вот у меня здесь ниточка закреплена, видите, я еще даже не вязала. То есть это таким образом выглядит пряжа после обработки. И посмотрите видео, вы все узнаете, для чего и зачем я это делаю. То есть видно, что пряжа, она подсела и уменьшилась. Так, значит, смотрите. Я вам показала метраж. Вот у меня 240 метров будет. Вы можете тоже приобрести для вязания жакета пряжу Coco. У нее много разных расцветок. И по расходу, если, но можно связать жакет с длинным рукавом, а можно связать с укороченным. Я буду вязать, скорее всего, с укороченным, так как у меня уже связано количество мотивов на укороченный рукав. Вы можете связать с длинным рукавом. И я думаю, потребуется пряжи не менее чем 6 мотков вот по 50 грамм пряжи Coco. Ну, наверное, 6-8 мотков для жакета все-таки пряжи необходимо. Я буду вязать на максимальный размер, это 50-й. И буду вам показывать, каким образом вяжется жакет и всю процедуру от начала и до конца. Будем вязать вместе проймы, рукав, полочки, спинку и так далее. Присоединяйтесь, я думаю, желающих будет очень много, так как модель интересная и универсальная, она прекрасна. Вы будете ее носить летом, и я думаю, что такой жакет должен быть в гардеробе каждой девушки и женщины. И еще я для вас хочу вам предложить связать проект, который тоже много на него поступило запроса. Будем вязать ажурную кофточку. Мастер-класс по вязанию узора у меня уже есть на канале. Ну, так как рукодельницы периодически спрашивают меня о том, будем мы вязать или нет, то я решила, что, скорее всего, надо организовать и провести мастер-класс по совместному вязанию вот этой кофточки ажурной летней. Я уже у себя посмотрела пряжу, и вот у меня есть такая замечательная пряжа конопляная, цвет 0,5 голубой. Вроде бы у меня 10 мотков этой пряжи, этого цвета. Я думаю, что мне... Я даже уверена, что мне этого количества хватит на кофточку.
Фото кофточки я вам показываю. Вот ее мы будем вязать белого цвета. Представлена кофточка на фото. Я вот буду вязать из пряжи такого небесно-голубого цвета. Давайте я вам покажу сразу же. Это летняя серия. Пряжа, название пряжи конопляная. Торговая марка Пехорка. Метраж 280 метров в 50 граммах. И состав 30% конопля и 70% хлопок. Пряжа для ручного вязания. Метраж. Вот, а это тоненькая пряжа. И у нее нить довольно-таки тоненькая. И я думаю, она будет превосходно смотреться, вот эта кофточка, если ее вязать из пряжи, метраж которой от 260 до 300 метров в 50 граммах. Вы можете тоже себе уже пряжу заказать и приобрести. Или если у вас есть в наличии, то присоединиться к совместному вязанию вот этой кофточки. Будем ее вязать вместе в марте на канале. То есть я буду показывать, как вяжется каждый ряд узора и всю процедуру вязания по принципу туники, которую мы с вами довязали. Такой же принцип будет проведения мастер-классов. Он будет многосерийным сериалом. Будем вязать каждый ряд вместе. Еще мне рукодельницы, которые только-только начинают вязать, пишут мне в комментариях о том, что я быстро вяжу и быстро показываю. Если вы смотрите видео на компьютере, и на планшете вроде бы тоже есть такая функция, на ноутбуке есть колесико, где вы можете поменять настройки и уменьшить скорость воспроизведения видео. И вам будет все понятно. И так как я еще помимо того, что показываю, как вязать, еще озвучиваю голосом, чтобы на слух вы воспринимали информацию. Уменьшайте скорость, потому что уровень подготовки разный. То есть кто-то только учится вязать все эти столбики, кто-то хорошо их уже быстро вяжет, но не знает, как вязать большие вещи, я имею в виду в плане большие, что кофты, жакеты, кардиганы, а вязали до этого только салфетки и коврики, пледы. То есть у всех уровень разный. И я снимаю, как если я пишу, что в названии мастер-класса для начинающих, но здесь подразумевается, что для начинающих мы не разбираем, как вяжется столбик, допустим, без накида и с одним накидом. Это уже мне надо тогда плейлисты делать с уроками вязания вот этих столбиков. Мы вяжем на канале уже готовы проекты серьезные. Естественно, надо здесь уже... Почему я называю для начинающих, так как я показываю, как, допустим, связать проймы, горловину, рукав. Не все знают, как это сделать, но они при этом очень быстро и хорошо вяжут. И для этого тоже это я и называю для начинающих мастер-класс, так как рукодельницы освоили основные принципы вязания и уже приступают и учатся вязать вещи ручной работы. Так, вот, значит, смотрите, у нас я вам показала 4 проекта, это 2 текущих. Жду от вас, кстати, комментарий под этим видео по поводу платья, продолжать мне снимать мастер-класс по вязанию, это будет 12 часть или нет. Если вам не нужны больше мастер-классы по платью, то я буду вязать, как говорится, для себя за кадром. И не буду тратить время на подготовку и монтаж видео. Это, так как эта процедура занимает у меня очень основную часть времени. Так как вяжется
быстрее, чем снимается весь процесс и монтируется. Это очень много времени занимает. Очень. Вы просто не представляете, сколько я трачу времени для того, чтобы все это снять, нарезать, смонтировать, опубликовать и так далее. То есть так-то можно и за 2 дня все это связать. И тунику, и платье за 3-4 дня. Из-за этого так долго. Вот. И 2 новых проекта. Это жакет и летнюю ажурную кофточку. Это вот все по просьбам рукодельниц. Только вот по просьбам рукодельниц я хочу подготовить вот этих 2 новых проекта. Жакет и белая ажурная кофточка, которую вы видите на фото. Так что, девочки, жду вас на своем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить мастер-классы, и включите колокольчик. Приобретите пряжу, если у вас еще ее нет, и в ближайшее время, а я уже начала вязать жакет и планирую вот сегодня-завтра снять мастер-класс по вязанию мотивов и соединению этих мотивов. Так что готовимся встречать весну и лето. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.